Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и сегодня в спецвыпуске Virtual Player мы с вами отправимся в путешествие по детским комнатам 90-х и начала 2000-х. Благодаря 3D-моделированию в программе Blender мы с вами вживую увидим, как обустраивали свои комнаты мои друзья детства и какие воспоминания у меня с этим связаны. Погнали! Прежде всего скажу, что моей комнаты в этой подборке не будет, потому что наша с братом детская комната была по большей части просто спальней. К нам в квартиру очень рано переехала бабушка, и поэтому в нашей комнате располагалось 3 кровати, 1 тумбочка и полка на стене. Играть там было особо негде, поэтому большую часть времени мы тусовались в зале, там, где стоял телевизор и где была приставка Dendy. Наверное, поэтому мне всегда нравилось бывать в гостях у друзей и разглядывать интерьер их комнат. Немного контекста. Жил я в селе Верхирмень, недалеко от Новосибирска. В конце 70-х годов прошлого века там построили несколько многоэтажных кварталов. Ну или городков. Видимо, в СССР тогда озаботились расселением молодых семей на селе, и такие вот 2- или 3-этажки появлялись по всей России. Преимущество их было в том, что это были полноценные городские квартиры без недостатков частных домов. В нашу двухкомнатную квартиру мы заехали летом 1987 года, когда мне было несколько месяцев. В нашем доме было 3 подъезда. Мы жили в 3-м подъезде, а в 1-м подъезде жил Леха, комнату которого мы сегодня рассмотрим. В среднем подъезде соседнего дома жил мой одноклассник Васька, с которым мы часто тусовались. Его комнату мы рассмотрим первой. В соседнем от Васьки 2-этажном доме жил одноклассник моего брата, Сашка, тоже герой нашей подборки. Ну а теперь позвольте я надену очки Virtual Player. Итак, мы отправляемся в 1992 год, эпоха до появления Dendy. Комната моего одноклассника Васьки. Был я в гостях у Васьки довольно часто, поэтому расстановку мебели запомнил очень хорошо. 2 дивана, большой шифоньер, пара стульев и письменный стол. В этой комнате Васька жил вдвоем с братом. Спали они на этом разложенном диване. Второй зеленый диван стоял просто так. Помню, как однажды мы искали батарейки для фонарика, и Васька поднял сидушку дивана. Там было набросано много разных вещей, в том числе и несколько севших батареек. Давайте теперь посмотрим предметы, находящиеся в комнате. Портативный Тетрис или Brick Game. Хорошо помню, что у Васьки маман часто играла в этот белый Тетрис. Меня это очень удивляло, потому что у меня родители вообще с видеоиграми ни в каком виде не контактировали. Далее, фотография мотоцикла Ява. Это отсылка к тому, что Васька в старших классах купил мотоцикл и очень любил на нем ездить. Здесь я положил маленькую кинопленку, просто помню, что однажды он ее где-то нашел. На стене и шифоньере я повесил 2 плаката. Васька, естественно, как и я, обожал китайские фильмы про кунг-фу. А еще он любил индийские фильмы. Я даже помню, как он активно обсуждал сюжет одного из них с братом. А я вообще не смотрел такие фильмы, и по телеку они мне тоже почему-то не попадались никогда. Поэтому я не понимал, что Васька нашел в этих индийских фильмах. Переместимся наверх. И тут у нас дипломат. Васька был одним из первых, кто начал ходить в школу с дипломатом. И уже глядя на него, я тоже откопал дома дедов дипломат и начал с ним ходить. На столе я поставил такого примитивного трансформера и магнитофон, который Васька называл мафон. Помню, как мы играли за этим столом в трансформера 6-зарядника, который на самом деле был Quick Switch. И еще пытались отремонтировать крепление у сборного трансформера. И теперь самая странная часть комнаты – картина «Всадница» Карла Брюлова. Я не знаю, по какой причине ее туда повесили, но каждый раз, заходя в гости, я смотрел на нее, потому что она висела прямо напротив входа. И, как видите, эта всадница настолько меня заинтриговала, что я до сих пор о ней помню. В целом, как мы видим, комната довольно плотно заставлена мебелью. Видно, что зеленый диван здесь лишний, без него было бы просторнее. Впоследствии, в 1997 году, Васька переехал в частный дом. У него появилась новая комната, и мы с ним стали тусоваться все больше в школе. Ходить в гости стало неудобно из-за большого расстояния. Ну а мы с вами делаем скачок во времени вперед и перемещаемся в 1996 год.
эпоха видеоигр, когда Дэнди уже стояла почти в каждом доме. Комната нашего с братом друга Лехи. Леха был старше меня на 6 лет. Его отец, дядя Вова, работал вместе с моим отцом на пасеке, поэтому мы дружили семьями. Именно у него в комнате я увидел отдельный телевизор. Тогда меня это очень удивило. Вообще, в силу того, что Леха был гораздо старше нас, с братом к выбору фильмов и видеоигр он относился более осознанно. Поэтому каждый раз, приходя к нему в гости, можно было посмотреть парочку крутых игр или фильмов. Вот, например, здесь на столе я положил картриджи с играми Banana Prince и Убойный футбол, которые мы впервые поиграли именно у Лехи. Одной из последних игр, которые мы поиграли у него, был Джеймс Бонд-младший, вот на такой 4-игровке. На его письменном столе я также разместил разворот 23-го номера журнала «Великий дракон». Однажды он давал нам его почитать, и это был единственный выпуск «Великого дракона», который я держал в руках. Думаю, Леха вполне мог искать в нем подсказки для прохождения Джеймса Бонда-младшего, который является весьма непростой игрой. Теперь давайте посмотрим на плакаты, которые я повесил на стену. Это «Смертельная битва» и «Золотой глаз». Я помню, как впервые посмотрел эти фильмы благодаря тому, что Леха принес их на VHS-кассетах. Еще помню, что мы смотрели у него дома фильм «Маска». Надо заметить, что на месте тумбочки с магнитофоном стоял высокий шкаф, но я решил его заменить, потому что он сильно мешал обзору комнаты. Здесь у нас вечно разложенный диван, на котором Леха спал. На нем я положил второй выпуск комикс-плаката «Черепашки-ниндзя». Вообще у меня был только первый выпуск этого комикса. И как-то раз Леха увидел его у меня и потом принес мне вот этот второй выпуск про Зиммермена. Он до сих пор у меня хранится, и я даже мечтал собрать все 4 выпуска, но увы. Был я в этой комнате 1 или 2 раза, но расстановку мебели запомнил очень хорошо. В основном у Лехи мы тусовались в зале, потому что Дэнди изначально стояла именно там. К сожалению, в 2006 году Леха разбился на машине, ему было 25 лет, а его отец дядя Вова умер в 2021 году. Двигаемся в 2000 год. Комната Сашки, одноклассника моего брата, который жил в ней вместе со своей старшей сестрой. Это эпоха Sega Mega Drive. Примерно с 2000 года эта консоль стала массовой среди моих друзей. Примечательна эта комната тем, что она, пожалуй, самая прогрессивная. Думаю, многие в детстве мечтали о двухъярусной кровати, а у Сашки она была. К слову, ни у кого больше я не видел такой кровати, поэтому ее и запомнил. В дневное время кровать маскировалась за шторой, таким образом скрывая неубранную постель. Вообще у Сашки я бывал крайне редко, а конкретно в этой комнате всего 1 раз. Интерьер я запомнил очень плохо. На стене я повесил 2 плаката. Первый с фильмом Ace Ventura 2, именно у Сашки я посмотрел его впервые, да и то фрагментом. Еще я запомнил, как мы обсуждали с ним гнусавый перевод Чипа и Дейла, который ходил тогда на VHS-кассетах. И Сашка сказал, что ему такой перевод не нравится. Гораздо лучше смотреть в дубляже по телевизору. Еще мы как-то с Сашкой играли во дворе в бадминтон, поэтому я поставил здесь пару ракеток. Если у Лехи в комнате стоял старый советский телевизор, то, как вы видите, у Сашки был специально купленный японский телевизор. Компактно расположившись на тумбочке, он позволял играть в Sega Mega Drive с цветным изображением. Вообще консоль у Сашки была нестандартная, пиратская Mega Drive 4 с характерными красными кнопками и немного увеличенным контроллером. У других моих друзей, как и у меня, была пиратская Mega Drive 2. Как-то раз Сашка позвал нас с братом на свой день рождения в гости. Собралось нас тогда 4, мы с братом взяли контроллеры от своей Mega Drive 2, и дальше произошло невероятное. Сашка достал лицензионный картридж Микромашинки 2 с дополнительными слотами для 2 контроллеров. Я до сих пор не знаю, откуда он его достал, но факт остается фактом. Мы подключили к его Mega Drive 4 контроллера и где-то 1,5 часа просто кайфовали, впервые в жизни играя одновременно вчетвером. Естественно, особо разглядывать комнату мне просто было некогда. Поиграли мы тогда очень круто, жаль, что больше этот картридж не видел, пока сам не купил его на eBay спустя очень много лет. Сашка всегда умел доставать интересные игры, как для Дэнди, так и для Mega Drive и позже для ПК. Он постоянно приходил к нам в гости, что-то приносил поиграть, особенно много игр он приносил в 11 классе, когда у нас появился домашний компьютер. Там был и Штирлиц, и команды Conquer, и Командос.
Но самый яркий момент, связанный с Сашкой, это, конечно же, игра на 4 в микромашинки. После окончания 11 класса в 2002 году Сашка пропал с радаров, и я его почти не видел. Мой брат переехал в Новосибирск и поступил в колледж, ну а мне оставалось учиться в школе еще 2 года. Ну а мы перемещаемся в 2004 год, мой последний год учебы в школе. Комната моего одноклассника Дениски, последняя в нашей подборке. Это эпоха персональных компьютеров. Время перемен, потому что многие более взрослые друзья закончили школу и поразъехались. И вроде бы в школе все было по-прежнему, но во дворе стало пустовато. Даже Васька свалил из школы после 9 класса, и я его почти не видел. Главное украшение комнаты — это, конечно же, компьютер с игрой Need for Speed Underground. Думаю, не стоит рассказывать, что это за игра и как она перевернула наше представление о гонках и крутой графике. Помимо нее я накидал здесь несколько других дисков с играми, в которые мы тогда играли. На кровати лежит гитара, Дениска обожал на ней играть. На полке лежит немного учебников и тетрадок и, конечно же, фото Бритни Спирс, которую Дениска просто обожал. Кстати, пользуясь случаем, передам привет Дениске, думаю, он посмотрит это видео. Эту комнату я смоделировал максимально точно по скриншотам из видео, потому что именно здесь мы с Дениской снимали наш фильм «Месть дракона». Он, кстати, есть у меня на канале. Ссылку добавлю в описании. Помню, я тогда купил первый цифровой фотоаппарат за 4500 рублей, который умел снимать видео в разрешении 640 на 360 или 320 на 240, что-то такое. Причем без звука. А памяти у него было 16 мегабайт. Ну и вот пришел я как-то на выходных к Дениске похвастаться, и, недолго думая, мы решили снять комедийный боевик. Сценарий сочиняли прямо на ходу, по тем временам снять свой мини-фильм было чем-то запредельным. Монтировали мы все в Windows Movie Maker, разбираться в программе пришлось методом тыка, потому что никаких обучающих видео у нас тогда не было, анимацию заставки мы делали в PowerPoint и потом снимали экран компьютера на фотоаппарат. К счастью, у Дениски был какой-то захудалый микрофон и диск со смешными звуками. С их помощью мы сделали полную озвучку нашего шедевра. Позже мы записали готовый фильм на мини-диск и таким образом его распространяли. Отсылкой к этому фильму является вот этот черный пистолет, лежащий на кровати. Ну а дальше 11 класс, как и учеба в школе, закончились. Мы с Дениской переехали в город, окончательно освободив наши детские комнаты. Началась студенческая жизнь. Да, это было очень атмосферное путешествие по воспоминаниям из моего детства. Приятно было посетить эти комнаты спустя почти 30 лет. Скорее всего, в реальности эти комнаты выглядели иначе, но такими они сохранились в моей памяти. Надеюсь, после просмотра этого выпуска Virtual Player вы тоже вспомните детские комнаты своих друзей. Интересно будет почитать об этом в комментариях. Это видео получилось очень сложным в производстве, так что не жалейте ставить лайк. Все эти 4 комнаты я выложу на сайте Sketchfab, чтобы вы смогли рассмотреть их более детально. Ссылки в описании. Буду рад, если поддержите меня на Бусти или прямым донатом. Все ссылки тоже в описании. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Ну а на этом у меня все. Еще увидимся!